Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Меня зовут Кирченко Юлия, и сегодня мы в солнечной Италии. А начнется наше путешествие с маленького городочка Альба, где родина белых трюфелей. Альба считается гастрономической столицей севера Италии, и здесь очень много вкусного и интересного. И в этом ролике вы это все увидите. Так что оставайтесь на канале, подписывайтесь. Будет много вина и много еды. А покажет нам эту прекрасную гастрономическую Италию мой друг Люка Боргезе. Это очень... It's a very beautiful man. Very. А еще в этом ролике будет Бароло, Барбареска и прекрасная Чинкве-Терре. Друзья, вот мы в маленькой деревушке под названием Барбареска. Можно подумать, что Барбариска. Это большая деревня на извилистом гребне горы. Высота от 150 до 350 метров. И здесь гораздо раньше созревает виноград, чем в Бароло. И так же, как и в Бароло, здесь виноград растет сорта Неббиола. Когда-то на месте Барбареска был варварский лес. А сейчас это престижный винодельческий район. Это небольшая итальянская коммуна, расположенная в регионе Пьемонт. Проживает там всего около 700 человек. Для большинства из которых виноградарство и виноделие – это не только семейная традиция, но и бизнес. Здесь производят одно из самых известных и любимых итальянских красных вин – Барбареска. Ну что ж, пойдем попробуем. Как видите, цены здесь, в этом семейном маленьком уютном кафе или баре, как угодно можно его себе представить, ресторанчике, от демократичных до не очень демократичных. Но ничего с этим не поделаешь, потому что это выдержка, это искусство, это много труда, это тяжелый труд, потому что если посмотреть на рельеф, это все террасное виноделие, нет никакой механизации, многое приходится делать своими руками. Пожалуйста, это не только кафешечка, это прям музей. И посмотрите, руки, которые эти гроздья собирают, а потом же надо все обработать. За кадром осталось то, что я пробовала вместе с Барбареско. Это свиные щеки с палентой, которая пропитана пармезаном. Разрыв рецепторов начался. Luca, where are you going now? I'm thinking to go to Barolo, where is the best wine in the world. We stay there maybe 20 minutes, half an hour, and then we go to Cinque Terre. Cinque Terre. To the sea, in a very beautiful small town named Vernazza. And where is the Via dell'Amore, the route of love. And it's very beautiful wine, very beautiful fish, a lot of green terrace on the beach, on the sea. Unfortunately, the weather is not the best. It looks a little bit like Russian weather, but we are happy. We are friends, we have good food, we have good stuff, no problema. Piano-piano, ча-ча. А сейчас мы поедем в Бароло. Вы знаете, Бароло такое впечатление, что сговорились с Барбареско. Это тоже коммуна. Это тоже примерно население 700 человек. Это очень живописный городок. Вот посмотрите. В июне, в июле здесь все забито полностью. А сейчас вот в конце февраля можно свободно передвигаться и наслаждаться реальной Италией.
It's center Barolo. Yeah, Center Barolo, yes. Normally, in Italy, the villages always start with a church or a castle. And then the village come out. What is it, Bacco, Luca? Is the god of wine in Greek mythology. Boskis. Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно», и сегодня мы находимся в местечке Бароло. Это какое-то фантастическое место. Сейчас пойдем вино пробовать, одно из лучших в мире. Фух. Ты снимаешь еще, да? Ну ладно, снимай. Не знаю, как будто бы в какие-то декорации попадаешь. И самое красивое место, я считаю, это вот этот прекрасный замок Фалетти, который был построен в X веке и служил как цитадель для защиты от мародерства гуннов. Real Italy. И до сих пор часть этой цитадели сохранилась. Можно ходить, любоваться, наслаждаться вот этой стариной, вот этой красотой прекрасного региона Пьемонт. Узенький домик. Друзья, Бароло. Приехали в Бароло. Они никак не наворотятся, потому что именно по средам они не наливают. Приехали они выпить. Поэтому будем пробовать Бароло в других местах. Мы решили, что все-таки не стоит уезжать из Бароло, не попробовав Бароло. И вот вроде как нашли один-единственный бар где-то на отшибе. Все, зашли мы в бар. Сейчас будем дегустировать. Ну, то, что это бар, я, конечно, поскромничала. Это одна из известных виноделин Канубия. Потрясающее местечко. Вот здесь стоят станки, на которых разливают этот божественный нектар. Сохраните воду, пейте вино. Ну, в принципе, я с ними соглашусь. Заправляют тут одни женщины. И вот этот вот дегустационный зал – это и музей, и маленький ресторанчик, и выставочный зал. Удивительное место. И сейчас мы попробуем с хозяйкой, с Паулой, что есть Бароло Кануби. Бароло 20-й год. Бароло Кануби 20-й. Different kind of grape, different kind of wine, only this area. Только вот здесь Бароло. Barolo. Да, смотрите, все в террасах, все в склонах, и только вот в этой части столько производится вина. Ну и сортов разных. Da noi è arrivata l''ndrangheta. Grave. Almeno perché? Per la foto. Siete brava gente qua comunque. Друзья, ну вот мы наконец-то нашли место. Вот это вот Кануби Бароло считается бриллиантом всего региона, потому что там большое содержание серебра, и когда идет дождь, оно обогащает почвы, и, соответственно, все вот это вот серебро попадает сюда. Это какой-то нектар. И еще в этом регионе очень популярный, непопулярный, он славится своим фундуком. Вот подают такой солененький. Ой, вкусно. Друзья, мы пришли на старое производство Бароло, и сейчас прекрасная Паула нам расскажет, как производится вино и... Questa è la parte storica di inizio. Le vedi tutte ristrutturate. Sono già state smontate e rigenerate dai maestri bottari. E sarebbero anche utilizzabili. Sono tutte piene. Questo qui c'è il Barolo Cannubi. They are full. Inside this one, the one we drink. I could stay forever. The book from Slavonia. Slavonia. E la fabbrica è Conegliano Veneto. Sì. Questa è una piccola produzione. La produce questi... Sì, che questi 5.000. 5,000. Sì. E qui invece c'è una piccola produzione, Albarella, ed è una piccola produzione di Barolo, a 2 chilometri qui sotto, un prodotto di nicchia. Strutturato.
Eh sì, 1040 bottiglie produciamo da questo vigneto. Такую бы бочечку пятитонную к себе погребочек. На всю зиму бы хватило и себе, ну и вам, друзья мои, я думаю, досталось бы. Бароло – это красное сухое вино, ценность которого с годами возрастает. Минимум 3 года его выдерживают в бочках дубовых, а вот 5-летней выдержки вино носит этикетку резервы. Пик ценности этого вина достигает в возрасте 15-50 лет. Попробовав Бароло, едем в сторону Генуи, Генуэзского залива, местечко Чинкве-Терре. Будем проезжать маленькие городишечки. Посмотрите, какая красота, погода становится лучше. Ну что ж, приключения нас ждут. Угу. Среда, наивная. Пообедали. Так вот весь день в дороге и провели в ожидании прекрасной итальянской реальной еды. Такое впечатление, что в этих городочках жизнь останавливается. Но с учетом того, что они одни из топовых в мире, и в ЮНЕСКО, и во всех гайдах, наверное, летом здесь жизнь кипит. Но пока так прям приятно проехаться, даже прикоснуться хотя бы глазами к вот этой вот средиземноморской провинции. Возможно, это один из домов очень чумовая дорога совершенно. Дорога опасная, я бы вряд ли осилила самостоятельно. Только с итальянским драйвером. It's good driver, Luca. Michael Schumacher. Un barrichello, Oh, naso bello. Назобелло. Ah, c'è l'acqua. А вот у нас тут и Сан-Пелегрино. Acqua Parma. Конечно, такие виды просто на миллион. На закате уже цветет природа. Это, конечно, ребят, восхитительно. Так идешь. Дома. Дырка в скале. И там уже море. А вот наш балкончик. Друзья, Чинкве-Терре. Вот заходишь. Ну что, друзья, мы в удивительном месте, потрясающем, я бы так сказала. Я не знаю, я бы никогда в жизни сюда не попала, если бы не Люка. Сейчас мы в рыбном ресторане возле моря. Будем пробовать октопус-салат. Вот он такой. Видите? Ой, еще, конечно же, с таким же винишечком. Мы почти весь день сюда ехали. И еще нужно обязательно лимончик в октопус-салат. Сейчас попробую, скажу вам как. Конечно же, хлеба. Можно магнуть. Салат. Очень нежный октопус. Конечно, вся эта средиземноморская смесь. Оливковое масло, лимон, вино. Ваше здоровье. Попробую без всего октопус. Это какая-то... Не знаю, он настолько нежный. Сейчас вина обязательно. Ну что, друзья, у нас сегодня хит-парад пасты. Вот у меня с морепродуктами. У Виктории Ньокки. Люк самый хитрый. У него паста песто. Trofie al pesto genovese, originali di qua. Люк просит попробовать его песто. Хорошо. Ok? I never tried. Это какой-то. Partire a mangiare. Это очень вкусно. Я, наверное, 2 пасты сегодня съем. В общем, вернемся к моим с морепродуктами. Bella.
Dai, bella. В общем, там базилик из Новосибирска, а здесь какая-то вкусовая бомба. И я так предполагаю, что ньокки тоже там обладают этим же свойством. В общем, ребят, вы извините, мы продолжим наслаждаться. С внешней стороны фасады домов выглядят такими, знаете, шестиэтажками, семиэтажками. А все происходит, движение и заход в квартиры именно с внутренней стороны. Здесь все в лесенках. Конечно, тут никакой транспорт не проедет. А пешочком ходить, любоваться самое оно. Вообще, друзья, Чиквитеры – это пятиземелье. То есть Чиквитеры – это название территории, где между морем и горами спрятались 5 деревушек. Все они 5 входят в ЮНЕСКО и представляют из собой вот такие вот поселения средневекового характера. Но есть и раскопки показывают, что здесь люди жили уже в римское время, во времена Римской империи. Вообще находится это все на Генуэзском заливе и относится к региону Лигурия. А лигурийцы считались вообще отличными пиратами, моряками. И с древних времен они как-то отличались от остальных жителей этих территорий. Еще здесь очень славится именно лигурийская песто. Секрет в том, что у базилика есть, или базилика, есть очень специфический привкус, который свойственен только этому региону. И вот Люка, наш друг, рассказывал, что он пытался привозить это растение, базилик, в Таиланд. Где-то через 2 дня растение адаптировалось к местным особенностям, наверное, из-за почв, и становилось таким же, как в Таиланде. То есть, если вы хотите попробовать настоящее лигурийское песто, то это только здесь. Сюда достаточно сложно добираться. То есть на машине это серпантины, очень узкая, опасная дорога. И, как выяснилось, приехав сюда, здесь ходит электричка, и можно из Пизы либо из Милана с пересадками добраться сюда на электричке, на поезде. Так что, если захотите, приезжайте. Вообще сюда приезжают не купаться, а именно для трекинга, смотреть на рукотворные террасы, пробовать местную еду. Пойдем попробуем водичку, какая она. Вот только одно купательное место. В других деревнях там есть пляжи получше, побольше. А здесь в основном эстетика в другом. Ну, вполне даже, наверное, можно освежиться. Вчера я видела, как там люди купаются, моржуют. Но лучше, наверное, не рисковать. Мало ли что. Вот такая потрясающая, милейшая Вернаца. Вернаца считается одной из лучших из 5 вот этих чинкветеровских деревенек. И входит в топ-50 мест самых красивых планеты, которые должен каждый путешественник себя уважающий посетить. Ну вот я, этот путешественник уже и есть. Впечатление, что это вулканические какие-то вот базальтовые отложения, и вот они как водой шлифовались. На таких скалах строили башни. Ну что ж, друзья, любуюсь вот этими живописными, роскошными видами, террасами. Ты видишь, как растет лимон, как растет виноград, как оливки растут на склонах. Сколько труда нужно людям, чтобы это все обрабатывать. Сейчас поедем дальше через перевал к Парме. Но заедем в офигенное местечко и попробуем региональной еды.
stringeva forte ancora un po', mi diceva di non prenderla così, nasce, cresce, poi finisce, e se tradisce sarà chiaro che la vita non è un film, lei diceva, non lo so, di non poter insistere. Immagina. Конечно, путникам надо заправляться. Вот у нас такой автомобиль. Заправляемся мы дизелем. 20 литров стоит 40 евро. Ну, сувенирку можно найти. Белые грибы какие, чума. Грибы, конечно, я не пользую. Паста, смотрите, какая. Ой, какая вкусная. В общем, сквозь перепады высот и какие-то снежные вершины мы, конечно, не попали на озеро, которое планировали посетить. Но зато мы приехали в троторию Доберта. И сейчас будем есть локальную, аутентичную кухню. Но в таких местах, конечно, все ресторанчики, тротории, астерии и как угодно они могут называться, это не просто место, это, как правило, семейное дело, в которое вложена душа, много сделано своими руками. И все настолько носит некий музейный характер. Здесь может быть только очень и очень вкусно. Еще какое-то кафе-музей, не кафе, тротория. Коллекция напитков в совершенно волдовых каких-то бутылках. Наверху так вообще какие-то раритеты. Кока-кола, наверное, 50-х годов, 60-х. Excuse me? How old Coca-Cola? Quanto è vecchia quella Coca-Cola lì? I don't know, many, Many? 40 anni. 30. Tranquilla, già meno. 30 лет этой Кока-Коле. Many more. Lei è di Murmansk nell'Africa. Sì. No, Dagan è ceco. No? Sì? Un punto venite a Mossale, qua si mangia e si beve bene, Grazie mille. si scopa poco, ma fa lo stesso. Кажется, что пельмешки, но они все у тебя в концентрации пармезана и внутри пармезан. И вот это вот тесто со всем пармезановым вокруг, еще бульончик. Очень крутая еда. Я как-то такого даже не могла представить, что есть такие пельмешки. Так что все места, где мы были, они обязательно человеку, который любит красиво и вкусно, обязательно к посещению. Ваше здоровье. It's a kind of salame pasta, which is made, and then it's covered by the, like salame, the same skin of salame, and it's cooked. And this is mustard, grain mustard, and this is homemade sauce. The name is cotechino. And it's something, normally it goes with mashed potato. Normally. Конечно, с пюрехой покатилось. And this is very good with red wine. So, what we do? Questo è proprio la sua morte. Ну вот тут принесли, сказали, что лучше, конечно, с пюрехой, но какая-то невероятная колбаса местная, локальная. И вот с этим вот соусом смотрю, насколько мне это удивит. Не знаю, никогда такого не пробовала. Чувствуется коллагенный, вообще какой-то невероятный соус. Сейчас узнаю, что это за рецепт.
А вот эта вот колбаса, это тоже какое-то что-то невероятное. Понятно, что пюрешки не хватает, потому что мясной. Но там у меня такое впечатление, что там шкурки какие-то протомленные со специями. В общем, коллаген и мясо. Together. And try the green, Очень интересно. green sauce together. Да, вот Люка говорит с грин-соусом, но я с грин-соусом-то и ем. С вином. Parsley and garlic. And Чеснок и еще что-то. vinegar. Петрушка, М. уксус. М. Ну, это прям тает во рту. Ваше здоровье. With the wine, yes. Перфекто. В общем, итальянцы сумасшедшие гедонисты. Французы отдыхают. Я тем более. Все это продолжается еще полированием граппой. Полировали граппа? Grappa, grappe. Граппа. Morbida. No, why the glass is like this? Because the nose. Как вино. Взбалтываем и нюхаем. Always test it. М. The same with marijuana. You always smell it before. Ваше здоровье.